Добрый день, друзья! Мы, как обычно, продолжаем играть State of Survival, и сегодняшняя тема — это событие бета-война союзов. Вы много писали, чтобы я рассказал об этом, и этот день настал. Тема очень сложная и неоднозначная, поэтому я долго готовился и собирал информацию. Теперь я попытаюсь рассказать все, что мне известно от самого начала и до конца. Этот ролик, как обычно, мое субъективное мнение и мнение игроков моего альянса. Если у вас будут замечания, как обычно, я вас жду в комментариях, только не забудьте взять с собой положительное настроение. Самое главное, хочу поблагодарить Максима из моего альянса, благодаря которому этот ролик вообще стал возможным, так как автором практически всего материала является он. И многое, что я сейчас буду рассказывать, это его наработки по тактике и организации прохождения данного события. Макс, тебе респект. Кстати, чтобы ваш альянс выступал в событии эффективно, вам нужно обязательно назначить ответственного, который будет следить, чтобы игроки регистрировались и соблюдали тактику, которую он будет применять. В нашем альянсе Максим, о котором я говорил, как раз отвечает за это событие. До недавних времен мы особо не заморачивались и не пытались бороться за победу на событии. Но после того, как Макс стал следить и применять различные тактики, мы показываем хорошие результаты. Итак, начнем с простого. Бета-война союзов. Это еженедельное событие, которое начинается в понедельник и длится до субботы, а воскресенье — это выходной. Чтобы принимать в нем участие, вы должны состоять в альянсе и иметь штаб 10 уровня. И минимальное число участников начинается с отметки в 10 игроков. Это на начальных рангах события. Ваша задача как игрока — самостоятельно зарегистрироваться, отправив свою сильнейшую группу героев и армию. На какую линию из трех отправлять, исходя из вашей силы, по-хорошему должен сказать ответственный за это событие. Но это уже относится к тактике, поэтому об этом чуть позже. Недавно разработчики ввели обновление, в котором создали магазин-обменник, где вы можете заработанные монеты на событии обменивать на необходимые вам вещи. Монеты зарабатывают все игроки, зарегистрированные на событии, даже те, кто попал в резерв. В этом мероприятии существуют ранги, или мы их еще называем лиги. Первая лига, с которой ваш альянс будет подниматься по ветке войны союзов, это бронза, и максимальный это мастер. Вам предстоит набирать очки, одерживая победы над другими союзами, чтобы подниматься в лиги. Но не все так просто, в каждой лиге есть еще свои подуровни. Чтобы подниматься выше, вам нужно набрать 25 очков в виде звезд. За каждую победу вы будете набирать очки в зависимости от окончательной позиции на событии. К примеру, заняв первое место после 5 сражений в лиге серебро, вы заработаете 4 очка. Мы за 3 недели с лиги Платина 2 поднялись до уровня Алмаз 5, а еще через 2 недели, набрав 5 звезд, смогли перейти в лигу Алмаз 4. И так вам предстоит 5 переходов в каждой лиге. Сейчас мы в лиге Алмаз 4, и впереди нас ждет Алмаз 3, и так до Алмаза 1. И набрав 5 звезд, мы надеемся перейти в лигу Мастер, но это будет очень сложно. На сегодняшний день в мировом рейтинге игры всего 3 альянса, кто держится в лиге Мастер. Но там удержаться будет тяжело, так как очки присуждаются только тройке победителей, а вторая тройка падает в рейтинге. Сразу можно добавить, что вы легко сможете подняться до ранга золота, потому что в лиге бронзы и серебро, занимая даже последние 6-е места, вы будете получать очки и тем самым рано или поздно подниметесь до лиги золота. В золоте уже за последнее место не начисляются очки, то есть ниже лиги золота вы уже не опуститесь. То же самое в лиге платина. Если, играя в лиге золота, вы сможете набрать 25 звезд, то вы перейдете в лигу платина. И также оттуда обратного пути не будет. На начальном уровне бронза вы должны минимум иметь 10 участников. Как пример, на уровне алмаз, в котором сейчас состоит мой клан, можно зарегистрировать максимум 60 участников, по 20 игроков на каждую линию. Все остальные игроки попадают в резерв. То есть они не будут принимать участие в битвах за захват флага, но награды им тоже будут присуждаться. Сразу добавлю, ребят, все, что происходило на начальных рангах, мы уже позабыли, так как это мы прошли еще 6 месяцев назад, и поэтому неточности в некоторых высказываниях могут быть. События можно разделить на две части. Первая часть подготовительная, где вы будете регистрировать участников с понедельника по среду. И вторая часть — это сражения, которые начинаются в четверг и длятся до субботы. Вам предстоит 5 раундов сражения с каждым из 5 соперников, которые проходят каждые 12 часов.
Ваша задача захватывать флаги, используя ваших героев с войсками на виртуальном поле сражения, где есть 3 линии боя и на каждом по одному флагу. Чтобы одержать победу в раунде над альянсом соперника, вам нужно захватить минимум 2 флага из 3. Каждый игрок, несмотря на свою силу, имеет возможность сразиться только 2 раза. Когда игроки вашего альянса зарегистрировались и заняли определенную линию, то руководство клана R4 и R5 могут менять расположение линий, но игроков на линиях уже невозможно поменять, поэтому ваша задача контролировать, чтобы игроки занимали правильные линии по вашей тактике. Теперь начну давать советы и рассмотрим различные варианты тактики. Давайте я зарегистрируюсь и посмотрим, какую итоговую силу смогу получить. Макс в чате Альянса распределил линии между игроками, и моя задача зарегистрироваться на центральной линии. Чтобы получить максимальный показатель силы на линии, необходимо быть на талантах войны. Тут вы должны сами выбрать ветку талантов, исходя из своих сильных сторон прокачки аккаунта. К примеру, я, улучшая снаряжение героя и шефа, акценты ставил на наездников, и поэтому таланты стараюсь распределять больше на наездников. Тут вы можете постоянно проводить эксперименты и постоянно перерегистрироваться на линии, пока регистрация открыта, и смотреть, при каком распределении талантов вы получаете больше силы, и при желании вы можете использовать бонусы штаба, а именно урон войск и лимит марша. Эти бонусы дают прирост итоговой силы при регистрации. Все остальные бонусы в штабе не дают вам прироста силы, по крайней мере увидеть на линии прирост вы не сможете, а как на самом деле проходит механика боя, мы, к сожалению, не знаем. Самое главное, в момент отправки войск на линию я использую активный талант «Массовый марш-бросок». Он мне позволяет отправить больше войск, и тем самым мой показатель силы будет выше. В итоге я занял центральную линию и имею 2439 силы. Ну что, на этом этап регистрации для меня закончился, а теперь в игру вступает ответственный за событием. Его задача следить за сильными и слабыми линиями соперника, чтобы по возможности менять наши линии, увеличивая шанс победы. Есть несколько вариантов тактики. Первый – это сбалансированный, где вы отправляете и равномерно распределяете игроков по всем 3 линиям. Этот вариант подойдет, если у вас активный клан с большим количеством игроков, но этот вариант я не могу назвать эффективным, он просто удобен, чтобы не тратить свое время и не сильно заморачиваться, но против тех, кто тратит время на анализ соперника, скорее всего вы проиграете. Второй вариант самый распространенный – это 2 сильные линии. Тут задача донести до самых сильных игроков, занять 2 линии, которые вы скажете, к примеру, левая и центральная, а правую линию оставляйте для игроков, не превышающих определенную силу. Эти нормы вы уже должны сами определить для своего альянса. В целом вариант с 2 сильными линиями дает больше шансов на победу. Лучше уверенно победить в 2 линиях и победить в раунде, чем гоняться за 3 линиями и проиграть весь раунд. Ну и третий вариант можно назвать дисбаланс. Это когда вы не контролируете процесс регистрации игроков на линиях. Тут можете столкнуться с тем, что одна линия будет чрезмерно сильная, а другая очень слабая. Это, наверное, самый нераспространенный вариант. Если у вас в клане проходит такое распределение линий, то вам пора задуматься над эффективностью вашей игры. Дам совет. Ребят, по нашим наблюдениям лучше всего отправлять 40-45% пехоты, а остальные 55-60% это ваши наездники и охотники. Это оптимальный вариант распределения войск. На показатели силы это не влияет, но в испытаниях мы заметили повышенную вероятность пробить первого и иногда даже получается пробивать второго соперника. Это все наши наблюдения и многочисленные испытания, поэтому советую попробовать такой вариант распределения войск. Итак, вот мы и подошли, наверное, к самой сложной части события, а именно к анализу противника. После этапа регистрации начинаются бои. Первый бой не анализируется, так как данных для анализа нет. По опыту нашего союза могу сказать, что обычно альянсы ставят верхний левый и средние пути сильными, а нижний правый оставляют слабыми. Можете за этим понаблюдать. Второму бою данных, доступных для анализа, все еще мало. Вы можете изучить только начальную расстановку соперника на первом поединке и получить представление о силе его линий. О его поведении вы данных не получите. Начиная с третьего боя, анализ уже займет больше времени. Помимо изучения силы линий соперника, вам нужно проанализировать, как соперник эти линии меняет. Существует несколько вариантов.
Первый – это соперник вообще не меняет линии местами. Часто происходит в ранних лигах бета-войны, иногда встречается в золоте. Ваши действия просты – поставить свои сильные линии так, чтобы они бились со слабыми линиями противника. Второй – это просто смена всех линий, основная тактика, которая встречается в золотой и алмазных лигах. Также, просматривая историю боев противника и понимая, что линии на том же месте не останутся, ваша задача расставить свои линии так, чтобы не встретиться с сильной линией противника. Третий вид – частичная смена линий, встречается как в золоте, так и в алмазе. Это в основном противники, которые уверены в своем превосходстве по силе. Они имеют две сильные линии, но одна немного сильнее другой. Самая сильная линия обычно остается на том же месте. Задача та же – избежать попадания вашей сильной линии против нее. Тут лучше сразу поставить свою слабую сторону против сильной линии противника и попытаться одержать победу в двух других. Четвертый тип – это соперник, анализирующий тактику противника, то есть вашу. Встречается очень редко, возможно, более распространены в лиге Алмаз 1 и 2. Понять, как сражаться с ними, нужно затратить больше всего времени. Посмотрев последовательность расстановки от боя к бою, у них наблюдается хаотичная смена линий. Скорее всего, они будут анализировать вашу расстановку, и вам стоит сыграть от обратного. Это поставить сильную линию там, где у вас была слабая, и наоборот. Сразу скажу, что перехитрить и переиграть такой союз очень сложно, потому что на анализ и подготовку они тратят очень много времени. Вот и в принципе все виды тактик соперника, которые мне встречались и о которых я хотел рассказать. Если быть честным, то мы делали десятки различных экспериментов с построением и отправкой войск. Чего только не пробовали, но все время наши предположения рушились. То мы побеждали, думая, что все сработало, то проигрывали, понимая, что все это без толку. Поэтому лучше всего постоянно анализировать и пробовать разные варианты с отправкой войск. Мы даже делали эксперимент после согласия наших слабых игроков. Они не принимали участие в событии, тем самым искусственно занижая итоговую силу нашего альянса, чтобы подбирался более слабый соперник. Но это было сделано всего в одной неделе, и больше к такой тактике мы не возвращались, опомнившись, что это всего лишь игра и все должны принимать участие, чтобы получать награды. И самое главное, мы собрались тут для удовольствия и общения. Даже добавлю, что такие поступки приведут только к распаду Альянса. Это, наверное, все, что я хотел рассказать про такое событие, как бета-война союзов. Честно говоря, большими секретами мы не владеем, но я надеюсь, это видео все-таки вам поможет. Но есть одна маленькая тайна, которую мы используем. О ней я расскажу только избранным, которые досмотрели это видео до конца и обратятся ко мне в личку, в Дискорде, ВКонтакте или любым удобным способом для вас. Ссылки, как найти меня, будут в описании под видео. Друзья, если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии, какие секреты вы используете в событии. Переходите на наш русскоязычный канал в Дискорде, где есть вся информация по игре. Там уже больше 1500 человек, играющих в State of Survival. Ссылку также оставлю в описании. А я хочу вам сказать спасибо, что были со мной. Удачи и до новых встреч!